парень по имени Артем впустил в душ незнакомую девушку. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел девушку, стоящую под струей горячей воды. Она выглядела истощенной и испуганной, но в то же время в ее глазах читалась сила. Как истинный благородный человек, он приютил ее в своем доме, предложив теплую одежду и еду. Он не догадывался, что за этой хрупкой внешностью скрывается тяжелая история. Однако, когда Артем заметил татуировки на ее руках и шее, его сердце забилось чаще. Эти знаки не просто украшения, они свидетельствовали о том, что она пережила нечто ужасное. В памяти всплыли недавние новости о сбежавших заключенных, и в ту же секунду он понял, с кем имеет дело. Страх и сомнения охватили его, но долг перед обществом оказался сильнее. Набрав номер полиции, Артем сообщил о подозрительной беженке. Он надеялся, что сделает правильный выбор, чтобы предотвратить возможные беды. Вскоре раздался звук сирен, и по его дому прошла группа полицейских. Девушка, выслушав его признание, явно осознала, что ее свобода вновь под угрозой. В ее глазах мелькнула тристеза и предательство, когда ее увели. Артем долго не мог уснуть, переваривая свой поступок. Он не желал предать девушку, но мысль о том, что она может представлять угрозу, не давала ему покоя. В его сознании снова и снова прокручивались моменты, когда взгляды их пересекались. Он чувствовал, что в ней есть что-то большее, чем просто беглянка, то ли истинная история, которую она не могла рассказать, то ли глубокая рана, оставленная прошлым. На следующий день, когда он открыл газету, его внимание привлекла статья о сбежавших заключенных. В ней описывался один случай, схожий с пережитым им недели ранее. Он понял, что мог помочь ей, но выбор был сделан. Вдруг его мобильный зазвонил. Это был неизвестный номер, но Артем, чувствуя свою ответственность, ответил. На другом конце провода был голос, который заставил его замереть. Это была она. «Почему ты не помог мне?» – произнесла она с откровенной болью в голосе. Артем осознал, что он не просто предал человека, а спас его. Каждый его выбор отныне вызвал в нем смятение, и он понял, что на кону стоит не только его совесть, но и возможность искупления для одной хрупкой души. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.